Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор этой квартиры в современном стиле. Площадь квартиры 115 квадратных метров. Квартира для семьи с двумя маленькими детьми, довольно функциональная, современная, с множеством хитрых решений. Погнали! Расскажу немного о кухне. Здесь такой уже, наверное, классический прием. Светлый низ, верх потемнее. Верх шпанированный. Это шпанированные фасады с небольшой патиной. Такой благородный, классный тактильный материал. Фартук выполнен из плитки Эталон. Собственно, 60 на 120. Очень просто. Как раз высота 60 между столешницей и низом верхних шкафов. Вот. Экономичное, но красивое достаточно решение. Обратите внимание, что шпон на верхних шкафах расположен в одном направлении. И кроме того, его рисунок переходит с одной дверцы на другую. Я очень часто вижу, когда на это не обращают внимания, и получается какое-то не то, что там в шахматном порядке, а просто в хаотичном. То есть как легло, так и легло. Здесь на это обратили внимание, это продумано, и это смотрится красиво. Андрей, расскажи о эргономике кухни, где что здесь находится. Здесь все как обычно. Варочная поверхность индукционная, встроенная вытяжка в шкафу. Встроенные вытяжки люблю, потому что они не нарушают композиции кухни. Верх кухни смотрится цельно, как какая-то такая минималистичная цельная панель. Ну и к тому же это практично, потому что она не будет у нас вся в жире, в грязи и будет совершенно верно. надежно. Отдельную вытяжку замучишься мыть, если действительно готовишь. Посудомоечная машина. Обратите внимание, там горит огонек, это значит, что она сейчас работает. Посудомоечная машина на 60, поскольку семья с детьми, все-таки посуды много. Ну и, соответственно, две колонны, в одной из которых холодильник и вот колонна с СВЧ-печью и духовым шкафом. Здесь вертикально идет профиль Гола, и двери можно захватить как влево, так и вправо. Если вы обратили внимание, то черный цвет, он есть как в этом профиле, так и в плинтусах, в других маленьких деталях. Он создает графический эффект, то есть дизайн квартиры такой очень графичный. Вот ты спросил меня, что это за диковинные механизмы. А это бра, это просто современный дизайн, вот он выглядит так, технократично. Стена это оформлена декоративной штукатуркой с черными рустовками, чтобы создавать графический эффект. Бра красиво подсвечивают текстуру штукатурки. Стена в декоративной штукатурке здорово перекликается с другой стеной, которая покрыта шпанированными панелями. Здесь тоже черная рустовка в таких углублениях. Стена эта была сделана вообще для того, чтобы отгородить как-то зону столовой и кухни от зоны гостиной. Ну и плюс в гостиной такая открытая планировка, что там практически не осталось стены для телевизора, поэтому на этой стене с другой стороны размещен телевизор, колонки, винилы и так далее. Изначально в квартире были радиаторы от застройщика, довольно неэстетичные, и мы заменили их на трубчатые вертикальные стальные радиаторы. И прошу обратить внимание, что это отечественное производство, это фабрика Лотен, и наши изготовители уже научились делать очень красивые аналоги европейским. Они подключены снизу, это нижнее подключение, и их тепла хватает, чтобы отопить всю квартиру. Гостиная зона реализована в одном из моих любимых вариантов расстановки. Здесь, собственно, стоит диван, а за диваном стоит такая стоечка с барными стульями. И на самом деле очень уютно сидеть за этой стоечкой, смотреть телевизор. Здесь какие-то еще люди, общение. То есть это именно для общения в гостиной очень классная расстановка. Очень часто, на самом деле, вот в роли этой барной выступает обеденный стол. Но здесь уже немножко другое решение, потому что обеденная зона у нас на кухне, а здесь такая больше тусовая с вертикальной барной. Обратите внимание, что свет делится здесь на несколько групп. Есть по периметру технический свет, он дает общее освещение. Есть декоративные светильники, люстры, они дают атмосферный свет. Кроме того, есть еще вечерние подсветки вокруг мебели, другие, чтобы создавать небольшие архитектурные засветки. Пол кухни из керамогранита соединяется с полом гостиной из инженерной доски. За счет вот этой вставочки она в ширину стены, она такого же черного цвета, как и плинтус,
И это создает, опять же, красивый графический эффект. И обратите внимание, что здесь нет никаких порожков, потому что у нас инженерная доска наклеена на стяжку, рядом с ней плитка, и это довольно жесткая конструкция, которая соединяется вот такой затирочкой. Это эпоксидка. На самом деле мы вот здесь снимаем, а сейчас в этой квартире спят дети. И они не слышат нас, потому что в этой квартире выполнен шумоизоляционный тамбур специальный, который отделяет гостевую зону квартиры от приват-зоны квартиры. Он довольно сложный, на самом деле, этот объект. Здесь отделка шпанированными панелями и скрытая дверь в уровень. Кроме того, это реверсная дверь, которая открывается сейчас не наружу, а вовнутрь. Вот. Это технически достаточно сложное решение, потому что все вот эти элементы нужно подогнать друг к другу. Кроме того, здесь выполнен также стеллаж и шкаф. Изначально в этой квартире была открытая планировка, и заказчики поставили перед нами задачу сделать достаточно много помещений. Мастер-спальню, детскую, кухню-гостиную, прачечную, 2 санузла и кабинет. Все вроде бы помещалось, но кабинет никак. Поэтому нами было принято решение разместить кабинет на вот этой вот лоджии. Ну, соответственно, для того, чтобы в нем было возможно находиться, лоджию пришлось утеплить. Также мы закрыли одно из окон, ведущих в лоджию, и разместили в этом пространстве вот такую удобную нишу с полками. Ну, не пропадать же пространство. Вторую дверь оставили, она сейчас, собственно, соединяет кабинет с гостиной. Она прикрыта такими красивыми лофтовыми перегородками от компании Decus с такими вот ритмическими перекрестиями, создающими интересный рисунок. Также в кабинете хозяин кабинета может закрыться еще и портьерой. Слушай, но здесь же нет ни одного радиатора, и балкон не замерзнет? Радиаторы на утепленной лоджии по закону размещать нельзя, это запрещено, вы это никогда не согласуете. Поэтому здесь мы вышли из ситуации таким образом. Здесь электрический теплый пол, в общем-то обычный, и его достаточно. Плюс здесь на теплом полу лежит керамогранит под дерево. Ну, чтобы это было уютно, а не просто какой-то пол, как в ванной. Ну и он хорошо отдает тепло, получается. Он хорошо отдает тепло. Ну и кроме того, здесь, собственно, в гостиной тепло. Здесь теплообмен-то такой происходит. То есть моментальный. На самом деле я вспомнил одну историю, связанную с этой квартирой. Я не знаю вообще, можно ли это рассказывать. Когда вы покупаете квартиру, на время стройки к вам, как покупателю, полностью пропадает интерес застройщика. И вы уже не можете попасть в квартиру до получения ключей. Но нам нужны были размеры. И мы проявили смекалку. Я не знаю, насколько это вообще все можно рассказывать. Когда я был покупателем? Да, абсолютно верно. Андрей прикинулся покупателем, я был типа его там помощником, и мы пришли смотреть квартиру выше этажом. Мы ее померили, потому что если вы покупатель, вам показывают квартиру. Как только вы купили, все, до свидания, вам уже никто не ответит. По-моему, менеджер, кстати, ничего не заподозрил и мне позванивает периодически до сих пор. В общем, мы замерили квартиру выше, потому что она идентичная, и по ней уже сделали обмеры и делали проект. Потом мы, конечно, его актуализовали, то есть были какие-то там доделки, но, в принципе, весь проект шел по обмерам квартиры выше. Ну, нам пришлось что-то перечертить по чистовым обмерам, конечно, но это не страшно. История детективная. Здесь есть очень крутое решение с вентиляцией. Да. Покажи, пожалуйста. Тут, в общем-то, тоже расположен проветриватель, климатическая машина. Но чтобы ее красиво скрыть, мы придумали вот справа и слева от шкафов такие вставки. В правой вставке сделаны прорези для воздухообмена. Ну, свежий воздух нужен. Эти устройства вентиляции, они всегда портят вид. Они очень неэстетичные, они какие-то громоздкие. И здесь, когда заходишь, ты никогда даже не подумаешь, что он здесь есть. Он очень прекрасно спрятан. Мне очень нравится решение с жалюзи, потому что у всех обычно при слове жалюзи возникают какие-то такие тряпичные офисные жалюзи из 90-х. На самом деле это очень эстетичное и красивое решение. Они деревянные, то есть они даже тактильно приятные. Но рассмотреть этот рисунок вы можете, на самом деле, только вечером при искусственном свете, потому что днем они работают против света и создают очень красивый линейный графический эффект.
которые еще можно вот так регулировать, крутить их, и картинка полностью меняется. К тому же можно сделать полный блокаут и полностью избавиться от засвета. Сейчас мы находимся в мастер-спальне, в спальне родителей. Стена в изголовье кровати оформлена в этой спальне фрезерованными панелями из натурального дуба, изготовлены компанией Wall Panels. Значит, на что обратить внимание советую? Если вы хотите заказать подобную панель большой высоты, то нужно помнить, что обязательно появится где-то горизонтальный стык, потому что шпон имеет определенную длину и бесконечным быть не может. Значит, естественно, мы недостатки, как дизайнеры, недостатки должны превращать в достоинство, и мы придумали такую фрезерованную вставку. Стык этот вынужденный, но фрезерованная вставка делает так, как будто бы это некий плинтус такой красивый, и так вот оно и было надо. Всегда очень хочется в изголовье кровати повесить какие-нибудь красивые подвесы или бра, и, как правило, из-за того, что они очень красивые, они не очень функциональные. Если мы сейчас включим вот эти светильники, то, собственно, например, для чтения книги это будет совершенно бесполезно. Поэтому здесь мы разместили вот такие вот маленькие лампы-читалки, мы их называем. Вот, они дают узкий луч, четко на книжку, лежишь, читаешь. Главное, что не мешаешь человеку, который спит рядом, потому что луч узкий. Мне это очень напоминает, на самом деле, свет в самолете для чтения. Знаете, кто летает, очень постоянно нажимаешь кнопочку, и луч бьет именно тебе в книжку, больше никуда. Можно еще индивидуальный кондиционер такой маленький сделать. Стена в изножье кровати оформлена красивым панно производителя Fresk. Красивый геометрический орнамент. На самом деле здесь может каждый увидеть что-то свое. Я вижу здесь какие-то природные растительные формы, какие-то цветы, кто-то увидит что-то еще. Я вижу, кстати, медную проволоку. Очень много медной проволоки. Это очень модный архитектурный прием – это параметрика. Сейчас просто на пике моды. Мы всегда предпочитаем архитектурный дизайн, то есть какие-то сопряжения линий и так далее. То есть если здесь посмотреть, как сделано, линия зеркала переходит в линию потолка, линия потолка в линию стены и так далее. То есть все линейно выстроено, высотно и пересекается. Мы создаем, по сути, объемы, а не плоские картинки. То есть многие дизайнеры создают именно коллажи, то есть плоская картинка, и потом, когда мы все это видим в объеме, то у нас многие вещи просто не бьются. Да, очень важно чувствовать, что у тебя за спиной. То есть, когда рисуешь одну стену, надо понимать, какая стена за ней. Плюс очень часто заказчики говорят, я хочу яркий какую-то вот огромную стену, и когда это в плоскости картинки на телефоне, она не кажется вам каким-то большим, чем-то ужасным, кажется ярким, красивым пятном. Но когда вы приходите в свою квартиру, и у вас огромная красная стена, и она начинает на вас давить, и вы понимаете, что это совершенно другое дело. Это все нужно учитывать. Называется масштаб. Андрей, расскажи, что у меня за спиной? Что это такое? Это гардеробная. Сделано таким образом, чтобы, как мы любим, она не давила, не представляла собой стену-заслонку. Выполнена из матового графитового стекла. Вот. Матовое стекло для того, чтобы не просматривалось все-таки наполнение, потому что не всегда хочется порядок в гардеробной сохранять. Но при этом вот все-таки какая-то воздушность у этой штуки есть. А если включить свет, будет видно? Давай Сейчас попробуем. Ничего не видно. Ну, чуть-чуть. Она не распашная. Да, это раздвижная дверь, естественно. Ну, поскольку здесь небольшой такой входной коридорчик, если мы делали бы распашную дверь, она бы просто мешалась. Что это такое на полу мелкое? Соответственно. Что это за штучка? Вот это очень интересная штука, кстати. Это магнитный стопор двери. Если посмотреть, тут такой цилиндрик, и когда дверь открывается, цилиндрик выдвигается в полотно двери, чем ее фиксируют здесь. То есть, ну, это вместо дверного отбойника обычного вот такая модная штука. То есть об нее не споткнешься, не запнешься, помыть можно вокруг. Ну, то есть более современное решение все-таки. Да, потому что иначе мы бы ручкой разбили бы просто эту стену рано или поздно. Ну, или зеркало, что еще хуже. А вот эти, знаете, торчащие стопора, за них постоянно зацепляешься ногами. Можем затестить? Давай. Вот, пожалуйста. Все, намертво прилипло. Магия. Мы сейчас находимся в мастер-ванной. В этой ванной мы реализовали несколько интересных решений. Вот, например, что делать, если у вас угол ванны закруглен, и вам необходимо сделать экран для ванны.
Чтобы не применять надоевшую мозаику, мы придумали такую штуку. Взять декор эталона, фабрики Эталон, порезанные на вертикальные полосы, и вот, собственно, такими сегментами набрали экран у ванны. Обратите внимание, что также этот рисунок повторяется и на мебели. Здесь даже ширина ламелей и ее шаг совершенно идентичен плитке. И получается, ну, по сути, это такой классный аналог натуральному дереву. То есть, потому что в качестве натурального дерева в ванной можно использовать, ну, только разве что тик. А здесь, в принципе, более бюджетный аналог и смотрится тоже очень красиво. Также у нас на зеркале есть подсветка. Мы нажимаем одним касанием. У нас очень красиво подсвечиваются все вот эти рисунки на дереве, что сверху, что снизу. И его также можно использовать вечером, чтобы не было там яркого света в глаза. Поскольку семья с детьми большая, в ванне очень много требуется хранить всяких моющих средств, шампуней, там, мочалок и так далее. И чтобы бардака здесь не образовывалось, здесь есть скрытые системы хранения, вот так вот красиво интегрированные в стену. Вот, например, пенал без ручек. И над унитазом также вот шкаф для хранения с такой красивой нишей. И обратите внимание, это очень частая проблема, когда у нас на ванной есть стеклянная штора, не тряпичная, а стеклянная, то добраться до смесителя бывает очень удобно. Особенно, если у вас маленький ребенок, вы держите его на руках, ну то есть это просто ужас какой-то. Здесь же ванна набирается через слив-перелив, и сам смеситель находится в очень доступном месте. То есть вот мы одним движением набираем ванну, и у нас с этим нет никаких проблем. И потом уже, когда ванна набрана, вы в ней находитесь, вы уже можете пользоваться полноценно смесителем, душем и так далее. Кроме того, здесь есть еще одна продуманная вещь. Шторка у нас убирается. И в этом плане у нас нет проблем даже и с доступом сюда. То есть ванна продумана на 100%. Да, мы ее прям долго продумывали и переделывали. Кроме того, если присмотреться, здесь есть шов, потому что на фартуке есть люк доступа к смесителю, потому что он находится прямо вот здесь за ним. И еще один лайфхак. Очень часто негде спрятать сушилку для белья. Многие спрашивают, а где у меня будет белье стоять, сушиться. А вот посмотрите, какая бывает сушилка для белья. То есть она практически незаметная, раскладная сушилка. Очень удобно. Обязательно переходите в наш Инстаграм, подписывайтесь, там самые актуальные работы нашей студии для вашего вдохновления. Если видео было вам полезно и интересно, то обязательно поддержите его лайком, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пишите в комментариях ваше мнение об интерьере и о нашей работе. До скорых встреч, пока-пока. Пока.